Вне всякого сомнения, еда, приготовленная на живом огне, это нечто самое вкусное, что только знают люди. Потому что именно с мяса, приготовленного на живом огне, началась история цивилизованного человечества. Скоро 1 мая, скоро наступит шашлычный сезон. И все любители кулинарии, как один, поедут на природу и будут готовить шашлык. Что же самое важное в приготовлении шашлыка? Шашлык – блюдо, в котором нет мелочей. И я запланировал серию программ из 3 выпусков, какой должен быть мангал и каким должен быть уголь для успешного шашлыка. В следующей серии мы расскажем о том, как выбирать мясо на шашлык и чем его мариновать. И, наконец, в 3 серии вас ждет такой сюрприз, о котором говорить пока преждевременно. Знаете, во сколько лет я полюбил шашлык? Мне тогда 3 года было. Тот шашлык был приготовлен совсем без мангала. 4 кирпича, небольшая лунка в земле и целая кипа хвороста, которая осталась после обрезания виноградной лозы. Вот этот тоненький хворост собирали, сушили, а потом укладывали его, наверное, слоем примерно метр от земли и поджигали. Сгорал он буквально моментально, и оставался такой меленький уголек размером с горох, но достаточно жаркий, и горел он примерно минут 15, ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы пожарить одну партию шашлыка. И этот шашлык, конечно, был самым драгоценным угощением в 1965 году. Но теперь люди стали жить лучше. Многие готовят не один шашлык, а, как в Москве говорят, шашлыки, то есть несколько разновидностей шашлыка. И для этого уже, конечно, лучше иметь мангал, чтобы вот не сидеть на корточках на земле. И самое главное, чтобы жар от угля не уходил в землю. Земля, кирпич, глина – это чрезвычайно теплоемкие материалы, поэтому они забирают, наверное, даже больше половины жара, который дает уголь. Многие люди предпочитают пользоваться вот такими мангалами, самыми простыми. Ну что здесь, корыто железное, вот и все. Какова его высота и как определить правильно высоту мангала, я уже рассказывал однажды. Правда, тот выпуск, наверное, не все поняли, но вот здесь вот есть подсказка, можете посмотреть его еще раз. Напоминаю, что речь там шла не о прожарке мяса, там речь шла именно о высоте шашлыка над углем. Так вот, вот эта высота, примерно 12-15 сантиметров, как в этом мангале, она является оптимальной. Но могу вам сказать, что сам по себе этот мангал можно на нем приготовить. У него есть ножки, это достаточно удобно. Но вот какое дело. Посмотрите, железо здесь, железо снизу. По сути дела, обыкновенное корыто. И тепло, которое выделяет уголь, распределяется равномерно. Понимаете, оно вот и сюда наверх идет, оно идет и сюда. И вот эта высота, примерно 12-15 сантиметров, является оптимальной высотой расположения шампура над уровнем угля. Выше не надо, существенно ниже тоже не надо. Вообще говоря, высота мяса над углями зависит от размеров кусочка мяса. Ведь, по сути дела, что происходит, когда мы готовим шашлык? Должно совпасть 2 условия. Мясо полностью готово внутри, но оно не обуглено снаружи, а подрумянено ровно так, как надо. Надо понимать, что тепло по мясу проходит очень медленно, примерно на 1 сантиметр за 10 минут. Я говорю грубо. Поэтому 2-3 сантиметровый кусочек мяса вот на таком расстоянии жарится за 10-15 минут. Но если кусок мяса большой, 5-6 сантиметров, чрезмерно большой, я считаю, тогда да, тогда расстояние может быть и 20, и 25 сантиметров над углем. Но хорошо ли, когда такое большое расстояние между мясом и углем? Ведь, по сути дела, мясо готовится не в горячих потоках воздуха. Вы это должны иметь в виду. Мясо готовится в инфракрасных лучах, которые испускает уголь. С увеличением расстояния в 2 раза излучение падает в 4 раза. Поэтому вот этот кусок мяса, который имеет 5 или 6 сантиметров в диаметре, будет готовиться уже не 10-15 минут, а может быть 30 минут, может быть 35 минут. Но горячие потоки воздуха сушат его, и шашлык получается не таким вкусным. Да и зачем вам такой огромный кусок мяса? Вот шашлык все-таки это то блюдо, которое иногда хотелось бы поесть прямо с шампура.
То есть кусочки должны быть ровно такие, которые в рот помещаются. Очень многие предпочитают мангалы не просто глубокие, но чтобы еще вот здесь было дырок побольше наделано. Ребята, не нужны эти дырки. Ну, по сути дела, для чего они? Вот многие говорят, нужна тяга, иначе гореть не будет. Посмотрите камин, который украшает все наши сюжеты уже не первый год. Знаете, здесь какие дырочки-то в этом камине? Посмотрите, ну здесь их 4-5 отверстий буквально сантиметрового диаметра. Ну вот можно порегулировать, можно приоткрыть, можно закрыть. Все, этого достаточно. Горит целая охапка дров. Когда у вас много отверстий на мангале, и вот эта тяга заставляет разгораться угли с каждой минутой все сильнее и сильнее, мне это напоминает автомобиль, у которого заклинила педаль газа, а тормозов нет вообще. Понимаете, ни у какого мангала, вообще-то говоря, тормозов, то есть средства для уменьшения нагрева, нет. Но, когда у вас мангал полностью закрытый, а в руках есть опахало, вот самое обыкновенное опахало, не знаю, лист картона возьмите, не знаю, сделайте опахало, продают эти опахала. Опахалом вы можете поддуть, и угли разгораются ярче. Перестали поддувать, и угли начинают затухать. То есть теперь, по крайней мере, о мангале можно говорить как об автомобиле, у которого есть педаль газа. Вы понимаете меня? И потом, вот Россия все-таки лидер по выпуску листового железа, листовой нержавеющей стали, металлопроката. А мангалами мы пользуемся вот такими. Я недавно был в Турции и могу вам сказать, что никто не пользуется настолько примитивными мангалами. Все мангалы у турков – это мангалы, представляющие собой термосы. То, что мангал должен быть именно термосом, я давным-давно и сам дошел. Дело в том, что мне приходилось порой стоять у мангала по несколько часов. И вот этот жар, который идет сюда на ноги, с одной стороны, а с другой стороны огромный поток дыма, который исходит от большого количества угля, который горит в обыкновенном мангале, доставляли мне большое неудобство. Сначала я обратился к Владу Пескунову, тоже кулинар. Знаете такого? Хороший парень. А потом у меня появился товарищ из Германии по имени Франц Эк. И я обратился когда уже к Францу. У Франца все-таки фабрика, специализирующаяся на выпуске изделий из нержавеющей стали. И он сделал для меня вот какой мангал. Посмотрите, я вам сейчас все покажу. Видите, вот это вот выдвижное корыто, ну, по сути дела, представляет собой то же самое, что любой мангал. Просто вот железное корыто. Уголь горит в нем, а вот этот корпус представляет собой термос. Здесь он заполнен термоизолирующим материалом, и это сразу космически улучшило мой шашлык. Во-первых, мне стало комфортно работать за этим мангалом. Его потрогать можно, когда жаришь шашлык. Понимаете, вот здесь уголь горит, здесь мясо жарится. А снаружи мангал можно потрогать, и руки не обожжешь. При этом мне даже не надо заполнять все корыто углем. Я середину оставляю пустой. Для чего? Потому что когда капельки жира капают в уголь, уголь воспламеняется. Есть какие-то лоховские способы, знаете, там кто-то солью посыпает уголь для того, чтобы он не воспламенялся. Но посыпьте туда песком. С точки зрения физики, что соль, что песок имеют одни и те же свойства. Что соль, что песок – это просто негорючие материалы, которые гасят уголь, который мы насыпали в мангал. И спрашивается, зачем же сыпали сначала уголь в мангал, а потом тушим его? Смысла-то нет в этом действии. А когда мы готовим на этом мангале, то уголь я раскладываю по краям. А жирные кусочки мы стараемся нанизывать так, чтобы они оказались в середине шампура. Капельки жира капают не в уголь, капельки жира капают на разогретый металл. И они дымятся. И вот тогда появляется тот самый правильный густой белый дым, который очень приятно пахнет и который и создает тот самый вкус шашлыка. Ведь некоторые неправильно думают. Некоторые считают, что вкус шашлыка зависит от дыма, который исходит от углей. Нет, мои дорогие, не так.
И мы сейчас поговорим с вами именно о выборе угля. Широка страна моя родная, много в ней полей, лесов и рек. А угля хорошего в России, к сожалению, практически нет. Купить его очень трудно, поэтому многие предпочитают взять какие-то дрова и сжечь их и получить уголь самостоятельно. Некоторые вовсе берут какие-то сосновые доски. Вот у меня после стройки осталось тут что-то такое. Это не годится. И даже вот такое мощное березовое полено тоже не даст хороший уголь, если его просто сжечь в мангале. Вот камин. Туда заложили 5-6 поленьев, можем и 10 поленьев заложить. Но дело в том, что когда они прогорят, то есть исчезнут языки открытого пламени, хорошего угля там останется совсем немножко. Мелкие головешки и зола. Вот что останется в камине. Приготовить на этих головешках и на золе шашлык, ну, наверное, можно. Но вот с этого момента плохой шашлык и начинается. Почему? Потому что уголь был плохой. Уголь был негодный. Что можно считать хорошим углем? Хороший уголь – это тот, который достаточно тяжелый. Состоит он преимущественно из углерода, не из каких-то органических примесей. И этот углерод очень плотно упакован внутри этого древесного угля. Обычно такой уголь получается в результате переработки тяжелых пород дерева. Вот фруктовые породы, виноградные лозы толстые, дуб, орех. Вот это то, что способно дать хороший уголь. Вот здесь у меня как раз приличный уголь, пристойный уголь. Это уголь орехово-дубовый. Знаете, где сделан? Мне стыдно признаться, в США. У нас преимущественно получают уголь из березы. Но береза тоже достаточно плотное дерево, но все-таки это уже вот граница, нижняя граница. Если древесина легче, чем береза, то из нее совсем уже не имеет никакого смысла изготавливать уголь. Но это одна беда. А вторая беда состоит в том, что те, кто изготавливает этот уголь, относятся к своей работе достаточно безалаберно. Я вам сейчас расскажу, как можно получить хороший древесный уголь. Во-первых, должна быть выстроена довольно массивная кирпичная печь. Вот объемом минимум кубометра на 2, а лучше на 3. Вот эту печь полностью до отказа загружают древесиной. Древесину разжигают. В печке очень хорошая тяга, зачастую принудительная тяга. И вот когда температура внутри печи достигла примерно 800 градусов, печь наглухо перекрывают. Все, кислорода нет, горение прекращается. Но в результате высокой температуры внутри печи весь деготь из древесины выплавляется, он стекает вниз. А наверху остается приличный, пристойный уголь, вот такой, как этот. Вы понимаете, почему вообще уголь горит без пламени, а древесина всегда горит с языками пламени? Языки пламени – это органические вещества, которые в результате нагрева переходят в газообразное состояние. Это языки газа, исходящего из древесины, горят. Что это за органические вещества? Как правило, они содержат в себе и серу, и азот, и фосфор, и массу других элементов, которые, находясь в живой природе, полезны, но когда они сгорают, ничего полезного они не дают. Например, вот те, кто хорошо помнит химию со школьной скамьи, понимают, насколько вредна закись азота, насколько вредны такие вещества, как НО2, СО2, окислы какие-то фосфора. Мы же дышим всем этим, пока готовим шашлык. И когда эти газы попадают в легкие, легкие влажные, ну что образуется? Серная кислота, азотная кислота. Чего из хорошего? Поэтому чем чище уголь, чем больше дегтя потеряла древесина во время изготовления угля, тем он и лучше. Часто при получении древесного угля уголь получается неравномерного размера. Один кусочек мелкий, другой кусочек крупный. Но где там это будет сортировать? Поэтому придумали делать вот такие прессованные брикеты. И это как бы неплохо. Только надо понимать, что прессуются они за счет добавления каких-то других органических веществ. Ну, например, крахмал. Такие, например, как парафин. Для чего это сделано? Для того, чтобы
эти брикеты разгорались быстрее. Брикеты такого рода обязательно надо разжигать примерно 20 минут, до тех пор, пока от них не перестанет подниматься густой белый дым. Во-вторых, когда они полностью будут покрыты белым пеплом. То есть, если какие-то угольки еще остаются черными, то этот уголь еще не разгорелся. Вы поставите жарить шашлык, и ваш шашлык будет пропитываться результатами горения парафина. Кроме того, вот такой, назовем его искусственный уголь, уголь в виде брикетов, горит с выделением недостаточного количества тепла, недостаточного для шашлыка. Если этот уголь жечь в грилях, все нормально, там этой температуры будет достаточно. Но шашлык требует более высокой температуры. Самый хороший шашлык получается, когда температура на поверхности угля 650-700 градусов. Вот 750 уже немножечко многовато. Такую температуру дает уголь, который получен из фруктовых пород деревьев. Но где здесь наберешься фруктовых садов столько, чтобы на всех угля хватило? Вот в Аргентине, да и вообще среди знатоков, популярен уголь квебрачи, либо квебраха, как его еще называют. Это уголь, полученный из красного дерева. Он очень тяжелый, он примерно в 3-4 раза тяжелее, чем березовый уголь, и он в 2 раза примерно тяжелее, чем дубовый уголь. Поэтому он горит очень долго. Этот уголь горит до 3 часов без снижения температуры. Поэтому я, как профессионал, выбираю для себя такой уголь. Но, конечно, нужно предупредить, что стоит он очень дорого. И часто я его смешиваю, я беру вот такой вот очень дорогой квебрачу, и я беру какие-то брикеты. И у меня в результате получается вполне приемлемый жар на мангале. Так что же делать обычному человеку? На чем приготовить шашлык? Я подскажу. Вы должны подсмотреть, где в вашем городе покупают уголь профессиональные мангальщики, рестораны, кафе. Ну, шашлык профессионально сейчас жарят буквально в любом городе России. Вот посмотрите, где они покупают уголь. Как правило, это будут большие 15-килограммовые мешки. Вот там и берите. Скорее всего, этот уголь более-менее будет нормально гореть. И, скорее всего, в нем будет меньше всего какой-то угольной пыли. Допустим, купили хороший уголь. А как его разжигать? Я вас прошу, я требую этого от вас. Не используйте жидкости для розжига. Это керосин, в который добавили какие-то ароматические вещества для того, чтобы перебить запах керосина. Но понимаете, это все равно, что в немытой уборной побрызгать еловым дезодорантом. Этот запах керосина все равно останется. Самое лучшее, самое правильное – сухие бумажки, щепочки, небольшие дрова. Вот этот небольшой костерок разгорелся, обложите его углем и подождите. Все произойдет само собой. Вы шашлык готовите не ради того, чтобы как можно скорее поесть. Вы же шашлык готовите для того, чтобы удовольствие от процесса получить. Ну, а что делать с мангалом? Вот этот мангал, я вам сразу скажу, достаточно дорогая штука. У меня таких есть 2. Как правило, мы справляемся с этими 2 мангалами, когда нам надо покормить до 100 человек. Вам столько кормить, я полагаю, никогда не придется. Поэтому можно выбрать мангал размером поменьше и подешевле. Франц Эк выпускает такие мангалы. И я вам сейчас расскажу про один из них. И не столько ради рекламы, сколько ради того, чтобы у вас появились какие-то идеи, как надо сделать мангал, если вы все-таки решите сделать его самостоятельно. А Францу реклама в России не очень нужна. Все равно вы в Германию за мангалами не поедете, а в Германии у него все превосходно и так продается. Посмотрите, вот от ножки, кстати, эти ножки складываются, от ножки отходит вот такая подставочка. И, пожалуйста, образовался небольшой столик. Ведь это полезно, да? Иногда здесь что-то может, не знаю, там вспыхнуть, иногда просто нужно что-то отложить. Сырой шашлык здесь может лежать, здесь могут лежать какие-то специи, приправы, там, не знаю, может быть, вы чем-то поливать захотите. Ну а как устроен сам мангал? Вот, во-первых, у этого мангала регулируется расстояние между шашлыком и углем. Посмотрите, как это сделано. Очень остроумно. Здесь такие петельки. И вот, пожалуйста, можно опустить совсем низко. И можно приподнять. Видите? Попал в петельки, и все. Вот он поднялся. 3 положения. Этого более чем достаточно.
Кроме того, вот эта корыто для угля имеет здесь какие-то отверстия, чтобы зола падала вниз и не мешалась. А вот здесь у него есть, пожалуйста, такая задвижка, которая регулирует доступ воздуха. То есть в этом мангале, по сути дела, реализовано и газ, и если вы берете и закрываете эту крышку, то и тормоз. Если у вас угли разгорелись слишком жарко, прикрыли, через 10 минут снова открыли, и все идет ровно так, как надо. К этим мангалам Франц предлагает еще и устройство для вращения шампуров. Ну вот оно здесь как-то собирается, ставится. Здесь ставятся две большие круглые батарейки, моторчик, и шампуры начинают вращаться. Я знаю, многие люди спрашивают, хорошо ли это, если у мангала имеются вращающиеся шампуры. Для неопытных людей хорошо. Я объясню почему. Потому что чаще всего вспыхивает шашлык из-за того, что капельки жира попадают в угли, и они воспламеняются. Жир от мяса горит как бензин. А когда у вас шампур крутится, вот эта капелька выделилась с мяса, и она как бы не успевает скатиться вниз. Понимаете? Кусочек мяса крутится, а капелька как бы наматывается на этот шашлык. Шашлык получается своеобразным. Он получается с такой какой-то корочкой, но вот этого запаха шашлыка, который возникает именно от этих капелек жира и мясного сока, уже гораздо меньше. Поэтому для тех, кто достаточно опытный, они могут вот и руками подойти поработать. Это приятно. Для тех, кто не очень опытный или кому некогда стоять там вот у мангала, он может поставить, довериться вот этому устройству, все будет в порядке. Какой мангал лучше всего сделать, если у вас есть руки, болгарка, сварочный аппарат и вот этот аппарат на плечах? Я вам расскажу. Во-первых, не надо его делать слишком широким. Не нужны вот слишком длинные шампуры. Посмотрите, вот этот шампур, вот его рабочая часть. Примерно 30 сантиметров. Мясо я насаживаю примерно вот отсюда и до сюда. Около 25 сантиметров получается рабочая длина моего шампура. Этого более чем достаточно. Может быть, хватило бы и 15 сантиметров. Посмотрите, 5-6 кусочков мяса – это ровно столько, сколько вы успеете съесть, чтобы последний кусочек не остыл. Когда кусочков уже 10-12, скорее всего, последние куски вы будете доедать холодными. Поэтому подумайте, мангал шириной от 15 до 25 сантиметров и глубиной примерно 10-12 сантиметров. Но давайте еще раз посмотрим, как мангал устроен у Франца. И я вам расскажу, как были устроены мангалы у шашлычников в Узбекистане. Во-первых, полка, на которой лежал уголь, у них тоже была с отверстиями. Но вот этих боковых отверстий, даже регулируемых, у них не было. Эти мангалы были достаточно длинные. Мангал в нижней части был как бы двухэтажный. На одной полке, перфорированной, лежит уголь, а нижняя полка, разумеется, глухая. Туда осыпается пепел, и пепел является отличным термоизолятором. Понимаете, узбеки безо всех вот этих моих рассуждений тогда еще догадались о том, что мангал хотя бы в одной своей плоскости должен представлять собой именно термос. Вот этот воздух, который оттуда проникал, его было вполне достаточно. У каждого мангальщика непременно было большое опахало, и он им не мух отгонял, и не дым отгонял. Он нагнетал в мангал воздух для того, чтобы жарилось так, как надо. Еще, с другого края мангала непременно приваривали большой и высокий ящик. Вот в этом ящике постоянно разгорался уголь. Сделайте такой ящик. Вот в этом ящике нужны снизу отверстия для того, чтобы уголь разгорался. И хорошо бы, чтобы внизу тоже была такая заслонка. Нужно, чтобы разгорался уголь. Значит, вот, пожалуйста, разгорается. Не нужно угля, все закрываем ради бога. И, конечно, хорошо было бы, чтобы вот на этой части для розжига угля была какая-то крышка. Когда уголь разгорелся нормально, прикрыли, все, стоит на готове горячий уголь. Необходимо, взяли оттуда кочергой несколько угольков, распределили его по мангалу, и вперед пошло дело. И еще об очень важных инструментах, без которых я бы шашлык готовить не поехал. Посмотрите, совок,
Да? Иногда бывает необходимо собрать весь уголь. Кочерга. Необходимо иногда бывает подвигать уголь туда-сюда. Разбить какие-то слишком крупные куски для того, чтобы уголь весь был одинакового размера. Примерно вот размером с грецкий орех. Ну и щипцы для того, чтобы взять какие-то большие куски угля, переложить сюда. Да и вот этот ящик для розжига. Вот положить туда какой-то уголь, который еще должен разгораться. Достать оттуда уголь уже разгоревшийся. Одним словом, кочерга, совок, щипцы, опахало. И самое главное, хорошие шампуры. Тоже ведь важная штука. Бывает, некоторые делают из очень тонкого металла, еще согнут их вот так вот уголком, чтобы они были более-менее жесткие. Но это не дело. Вот посмотрите, Франц для меня делает какие шампуры. Ну вот шампур стоит столько же, сколько нож самура стоит, по сути дела. Себестоимость его может быть даже еще и выше, потому что это хорошая нержавеющая сталь, здесь стройка, металл. Он такой, как надо шампур. А деревянная ручка, может быть деревянная, а может быть и металлическая. Некоторые думают, вот деревянная ручка это хорошо, не нагреется. И так не нагреется. Посмотрите, вот все, что здесь, вот это все нагревается. Вот этот конец будет холодный. Ну и вот эта рукоятка тоже будет холодной. Но если мангал у вас ведроподобный, высокий, да еще и дырявый снизу, да еще и одностенный, ну тогда да, конечно, может и нагреться. Но я уверен, что после этого небольшого урока майский шашлык образца 2018 года, по крайней мере, у моих постоянных зрителей, у моих подписчиков, у тех, кто ставит лайки, получится вот таким. И еще, для того, чтобы шашлык у вас всегда получался замечательным, для того, чтобы вы прослыли среди своих друзей самым лучшим мангальщиком, еще несколько лет назад я написал вот такую книгу. Называется она «Мангал», оставивший самый лучший комментарий под этим постом с точки зрения других читателей, то есть тот комментарий, который соберет максимальное количество лайков, получит эту книгу от меня в подарок. Здесь расписано все. Здесь написано столько технологических подробностей, здесь написано столько секретов, сколько я вам никогда не успею рассказать ни в одном видео. А тот комментатор, который задаст мне самый интересный вопрос, получит другую книжечку. Эта книжка сделана по мотивам вот этой вот большой книжки. Это книжка-малышка, книжка на моющейся бумаге. И здесь, по сути дела, только рецепты. Но вот книжечка маленькая, но очень симпатичная. Я уверен, что она вам очень пригодится на вашей даче, там, где вы будете готовить шашлык. Вот на гвоздик ее повесите, и ваш Сталик Ханкишиев всегда с вами. Не забудьте подписаться на мой канал. Просто кликните вот на эту иконку. А если вы кликните вот сюда, то посмотрите, как готовится люля-кебаб на вращающихся шампурах. Вот здесь вы можете посмотреть, как готовить люля-кебаб современными способами, то есть при помощи мясорубки. Ну и в конце концов, вот здесь шашлык с сюрпризом. Посмотрите эти ролики, ставьте лайки, будем друзьями.